Кожа-лентяйка. Жила-была в маленьком домишке бедная семья, отец, мать и их дочь. Дочь была уже на выданье, и хотя силушки у нее было на четверых, работать она совсем не хотела. Как мать ее не ругала, не упрекала, как на нее не кричала весь божий день, все было бесполезно. Девица только плечами пожимала и продолжала бездельничать. Однажды пришел благородный юноша сватать ленивую дочь у отца и матери. «Да-да, мы очень рады», — ответила мать. «Но я не хочу ничего скрывать. У моей дочери есть большой недостаток. Она не любит работать. Дорогой зятюшка, намучишься ты с ней». Но юноша ее успокоил. «Не бойтесь, у меня есть кусочек волшебной кожи. Увидите, он научит ее работать». Услышав это, родители обрадовались и быстренько сыграли свадьбу. После свадьбы муж вместе с женой отправились в его дом. На следующее утро муж собрался на работу и, уходя, сказал жене: «Я ухожу, милая женушка. Приготовь к моему возвращению обед, и, если останется время, заштопай носки». В полдень вернулся муж домой и видит: обед не готов, а жена, сложив руки, сидит у окна. Он спокойно послал ее на чердак за куском старой козлиной кожи. Когда она ее принесла, муж натянул кожу на спину жене, взял палку и изо всех сил начал по ней бить. Бьет и приговаривает: «Ну а теперь, кожа-лентяйка, приготовишь ты обед? Ну а теперь, кожа-лентяйка, поштопаешь ты носки?» Лентяйка жена не шелохнулась, ни словечко не промолвила, хотя слезы градом катились по щекам. На следующий день все повторилось. Когда муж вернулся домой в полдень и не увидел на столе готового обеда, он опять принялся избивать кусок кожи, натянув его на спину жене. В этот раз жена недолго сопротивлялась. Залилась слезами и спросила мужа, почему он ее бьет. «Я, моя дорогая, не тебя бью. Я наказываю за лень этот кусок козлиной кожи», — отвечал муж и продолжал оглаживать палкой кусок кожи. На третий день мужу палка больше не понадобилась, и понадобился и кусок козлиной кожи. Когда он вернулся домой, обед уже стоял на столе, и молодая жена ткала холстину. Так и пошло. С этого дня палка стояла в углу, а кусок козлиной кожи лежал на чердаке. Как-то пошел юноша навестить родителей своей жены. Не успел он войти, как они кинулись к нему с вопросами. «Как ведет себя дочь? Все такая же лентяйка, как и прежде?» «Нет-нет», — отвечал юноша, — «я же вам говорил, что у меня есть кусок волшебной кожи. Вы не узнаете теперь вашу дочь, какая она прилежная да работящая». Родители от радости расплакались. Такого хорошего зятя они нашли. Научил дочь работать с помощью старого куска козлиной кожи. Друзья, а вам не нужен кусочек такой кожи?